прям хорошо. Пупсики ходят. Клево. Я сейчас немножко постримлю. Могу не видеть сообщения, потому что мне в этом ни разу не помогает моя программа для стрима. Я типа вот сижу тут, загораю. Если кто в прямом эфире видит, то подходите тоже скетчить, поскетчим вместе. Чего бы нет. Это сегодня я в Коммунаре рисовал, проектная графика. У меня там чернилки, Винзор Ньютон. Со мной мое перо звездочка. Тык, фокусируйся. О, блин, опять пупсики. Без конца. Питер — город пупсиков. А я буду скетчить Александрийский столб. И сейчас не знаю, как я организирую этот процесс. Как-то так. Вон у меня на каменной мостовой. Может быть, это не будет мне очень удобно. Ладно, посмотрим. Я без всяких держателей, без всего. Ой, уже давно. Потому что к скетчбуку его особо не прилепишь. Хотя я, думаю в этом направлении. Мне нужна какая-то инженерная идея, что ли. Или лучше какой-нибудь продукт, который просто тупо можно радостно купить и использовать. Наверняка китайцы каким-то образом порешали уже этот вопрос. Только я не знаю. В Питере бывают только выходные в последнее время. О, я не оставил места для ангела. Как так? Ладно, все. И грустно. Сейчас начну новый Александрийский столб. Если бы можно было так рисовать, и он бы сразу уходил в материальность. Без строителей, без бюджета, без всей этой драматической истории. Я его рисую, а он приходит на то место, где я его рисую. Конечно, был бы кошмар, конечно. Если бы все так могли. И в первую очередь был бы кошмар, если бы я так мог. Так что все, в принципе, к лучшему. Хорошо ходить через фильтр реальности. Там задорные песни поют. Не знаю, слышно ли вам. Я надеюсь, за этот кавер меня YouTube не заблокирует в итоге. Потому что Питер — город музыкантов, да. Тут не особо попланиришь без того, чтобы музыки было не слышно. Там ангел с крестом. Народ гуляет, все соскучились. Блин. Не знаю, весь ли столб я буду рисовать. В смысле, я думал еще и Эрмитаж позади наскетчить. Вон он, красавчик.
Завтра, может быть, тоже будет пленерный день, но не в Петербурге, а где-то, блин, я вспомнить не могу. В сторону какого-то типа Сестрорецка или еще чего-то. И там, наверное, будут яхты. Надеюсь, что много. Вроде бы вокруг нее Монферран ходил с собачкой, типа доказывая, что эта штука не упадет, чуваки, смотрите, не бойтесь. Она стоит типа под собственным весом, но великий архитектор все продумал, поэтому он не боится гулять рядом с ней с собачкой по утрам. И люди смотрели и вроде поверили. Типа, trust me, I'm architect. О, можно же вот так снимать, точно. Лёва. Блин, ему не легче. Но я комментариев все равно не вижу. Ну да ладно. Ох, народу хорошо. Набираю немножко объема. Девахи визжат. Потом, когда потемнее станет, я думаю, там будет фаер-шоу. Ну, я надеюсь. Хочется посмотреть. Такой процесс набирания тона, не быстрый прям. Всю мою историю движения в нормальную графику. То, что скетчинг отдельно, то, что нормальная графика отдельно. Может быть. Набираем. Пока немного боюсь, делать интенсивный штрих, потому что еще не знаю, будет у меня фоном Эрмитаж или я ограничусь просто колонной. Поглядим.
Музыка на фоне, блин, я беспокоюсь. Это же, ну, все-таки получается как кавер. Вроде бы YouTube не должен быть против. Я надеюсь. Я надеюсь, фокус не соскакивает. Еще если кто-то пишет комменты, то я их не вижу. Даже если они выскакивают у меня здесь в этой проге, есть проблема. Есть проблема то, что они появляются на несколько секунд, и я не успеваю их отследить, а потом они куда-то убираются. Пытаюсь поставить так камеру, чтобы было видно и сам рисунок, и бэкграунд, но это тоже трудно. Пока мои скиллы не настолько прокачаны. Хотя нужно качаться, потому что я все-таки надеюсь, что границы откроют уже. Ну что же, давайте границы нам. Ангел. Вон он такой. Фокус, конечно, не сильное место этой программы, которую я стримлю. Сначала вообще хотел порисовать линером. Но это, блин, убийство времени просто. Надо пером. Yeah. Ну, кстати, наверное, нарисую и Эрмитажа часть. Потому что что-то я никуда не тороплюсь. Так засел нормально. Блин, перо нужно отмыть, конечно. Как оно хорошо с нажатием работает. Балдеж. Вот оно такое прекрасное творение Монферрана. Может, я посижу как раз до тех пор, пока или не стемнеет, или у меня не закончится заряд на мобиле. Танцевать хочется дико просто. Ну что такое, а? Все это корона подсекает всех.
не дает людям денсить, прийти в себя нормально. Ладно. Так, раскину тут маленький забор. Ну, по сравнению с колонной он маленький. Так-то он такой. Ничего себе. Просто колонна. Громадыс. И там по бокам стоят орлы. И по бокам еще стоят фонари. Да, может, я накидаю и Эрмитажа часть. Чего бы нет. Вроде рука не устает. Нормально все. Пока накидываю саму сетку, условно, как я и успел считать основную. Сижу прямо и радуюсь, что засел на пленер. Немножко как-то сильно углубился в деревянное зодчество. Нужно порисовать нормальную архитектуру. Там, ну как раз вот здесь, вот эта арка, которую штурмовали матросы, как я понимаю. Если ничего не путаю. Такой знаток истории, блин. Тут такой модный фронтон. И там наверху флаг Российской Федерации. Там сложный декор, двойные колонны, с ума сойти.
фронтон опирается типа как будто бы на одну из них. Это очень странно. Наш преподаватель в академии говорил, что если всмотреться в Эрмитаж, там такие вопросики. Вот, я до сих пор-то особо не всматривался. Хотя полезно было бы. Вот, ну по сути там скетчинг или вот такая графика у меня. Это способ рассмотреть в подробностях творения великих архитекторов. Сейчас сижу и изучаю. Там на самом деле эта арка сейчас закрыта вон теми транспарантами, а я не помню, какая у нее форма. Там вроде бы забор. Блин, стыдно. Вот вроде как его там штурмовали вот эти матросы. Но я не помню, как он выглядит. Закончу рисовать, конечно, пойду, посмотрю. Но сейчас я не помню. Так, еще пара колонн по бокам. Окей. И тут тоже арочная история. Блин, все, что-то я уже прям сразу полюбил планиры. Но какая беда. Вот сейчас я как раз... У меня с планирами будут сложности, потому что я большую часть времени нахожусь в коммунаре. Это проблема. Проблема. Сейчас пойду и в Неве помою перо. Наверное, стильно. Идет чувак с двумя пупсиками. Почему у них? Ладно. Так, история с колоннами.
И туда дальше продолжается. То, что я не буду прорисовывать. Я доведу скетч до Александрийского столба. И так его примерно и закончу. Я не хочу рисовать эти транспаранты, историю с транспарантами. Но я не помню, что там находится. Блин, не помню просто. Нужно сходить и посмотреть, какая там форма. Это нужно чаще ходить, конечно, в Эрмитаж. А ты все мимо и мимо. И ладно бы раньше, когда ты радостно ходил на опены. Мимо. Ну ладно. Я сижу, что-то бурчу. Чего бурчу? Но у нас классическая питерская тема. Лошадки. Я тут немного подмерзаю, ну ладно, еще рисую. Надо историю с трубами накидать. Я не могу разобрать там, где скульптура, где что, потому что моего зрения фатально не хватает. Ну, видите, я там постоянно в очках сижу. Так что не сказать, что зрение — это моя сильная сторона. Скорее вижу мир таким обобщенным. И, наверное, более плоским, чем видят его остальные люди. Потому что когда я одеваю линзы, то очень радуюсь, когда смотрю на девушек. Потому что они становятся более выпуклыми, чем я привык видеть. Это странный эффект. Более рельефными, да. Там непонятная история с колоннами, вот здесь, где я рисую. Я ее не вижу за транспарантами. Это грустно. Ну ладно. О, ребята арию поют. Это чуть-чуть фонаря. Фонарей. Так, и с этой стороны тоже намечу.
дальний фонарь. Сейчас, может, возьму кофе, пойду посижу на Неве, подумаю о жизни, что делать. Да, немножко даже беспокоюсь, как он фокусировался Ли. Там тоже идут колонны. Грустит автор песни. Радуется и грустит. Вот так люди дают друг другу, понимаешь, полноту жизни. Да, конечно, с ангелами я сделал какую-то ерунду. Там летящий образ, у меня какой-то немножко толстенький. Прости, ангел. Прости, пожалуйста. Ты прекрасен. Это я просто фигово рисую, блин. Не знаю, что за скульптор делал ангела. Наверное же не сам Монферран. А вот эти, я думаю, наберу вот таким штрихом, как здесь. Меня на самом деле очень беспокоит мыльность изображения. Я вот по трансляции пока не понимаю, но думаю, эта программа, она делает мне замыленное. Ну, она понимает фокус или не понимает. Вот что меня беспокоит. Понятно, что часть изображения при таком близком положении будет прям размытой. Но та ли это размытость, что я предполагаю для себя, пока не знаю. Вот. Сейчас буду отдыхать и увижу.
Цоя поют. Блин, я сейчас туда пойду. Блин, я сейчас туда пойду. День догорает с ним, на пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. О, я пою в эфире. Перемен требуют наши глаза. В наших смехе и в наших сердцах импульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Блин, обожаю Цоя. Прямо с детства обожаю. Продолжает наш день, и коробка спичек пуста, а на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится у нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В наших смехе и в наших слезах импульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Ух, как я люблю это все. В детстве с друганом заседали и в две гитары. Похвастаться мудрости глаз. А я не могу остановить себя. Все это, чтобы друг друга понять. Кается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Требуют наши сердца. Так. Ну, наверное, странно, если я на стримах буду петь. Это будет прям немножко странно. Я лучше послушаю. Но трудно не подпевать. Трудно. Мы ждем перемен. Короче, ладно, все, я пойду туда слушать. Вот такая получилась графика. Подпишу, что ли, на всякий случай. Блин, я почему-то начал по-русски писать. Ну что такое? Ну что такое? Это не запланировано. Имя по-русски, фамилия по-английски. Ну, здрасте, приехали. В общем, вот, я порисовал великое творение Монферрана. Оно превосходно. И чуть-чуть творение... Кто это? Джакомо Кваренги, что ли? Кто сделал Эрмитаж? О, какой провал, Эдо, какой провал. Иди, вспоминай. Сейчас пойду и буду вспоминать. Вот такой провал. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите там внизу в описании к видео много других клевых видосов. Всем чао-чао и приходите лагереть.